Ты не обязан медитировать точно так же, как не обязан чистить зубы. Просто будь готов к последствиям. Из лекции нейробиолога Сэма Харриса. Что если я скажу тебе, что медитация – это не просто чакры, вознесение или отключение ума, а то, чтобы просто перестать страдать фигней? Это возможность разгрузить свой мозг, расслабить тело и стать, наконец, адекватным без таблеток и шаманских плясок с бубном. Один из моих подписчиков однажды сказал: «Я медитирую не ради просветления, я просто не хочу больше быть тем, кто орет на ребенка из-за разбитой чашки». Вот и все. Медитацию часто представляют как что-то духовное, чуть ли не шаманское. Поза лотоса, свечи, аура, чакры, энергии. Все это может быть частью чьей-то практики, не спорю. Но если убрать мистику и просто посмотреть на то, что происходит с телом и мозгом во время медитации, картина получается вполне земная, научная и даже впечатляющая. Первое, что происходит, мозг притормаживает. Не в смысле деградирует, а наоборот. Успокаивается и начинает работать эффективнее. Особенно это касается миндалины, зоны мозга, отвечающей за страх, тревогу и резкие эмоциональные реакции. При регулярной медитации она буквально становится меньше. Это подтверждено нейровизуализацией. В то же время активируется префронтальная кора, та часть мозга, которая отвечает за осознанность, самоконтроль, внимание. То есть медитация не просто расслабляет, она перепрошивает твой способ реагировать на мир. Медитация – это как регулярный апдейт для мозга, только без перезагрузки. Когда мы в стрессе, в теле бушует кортизол и адреналин. Это нормально, если ты убегаешь от тигра. Но если тигр – это дедлайн, свекровь или ипотека, и он никуда не уходит, организм живет в режиме постоянной тревоги. Медитация – один из немногих доступных способов переключить тело из режима «бей или беги» в режим «отдыхай и переваривай». Гормоны стресса снижаются, восстанавливается пищеварение, нормализуется давление, и, что важно, иммунная система начинает работать как надо. Медитация для меня как кнопка в хаосе. Нажимаешь, и все замолкает, даже внутри. Заметь, что при стрессе дыхание становится поверхностным и частым, а во время медитации все наоборот. Дыхание замедляется, становится глубоким, выдох удлиняется, а это активирует парасимпатическую нервную систему, ту, что отвечает за отдых и восстановление. Некоторые чувствуют, что будто дышат всем телом. Это не мистика, это просто внимание смещается с головы и груди на все тело, и появляется ощущение внутренней целостности. Когда ты просто идешь по улице или работаешь, в мозге доминируют бета-волны. Это активное мышление, часто с оттенком тревожности. А вот когда ты медитируешь, появляются альфа-волны, состояние покоя, легкой сосредоточенности. Если погружаешься глубже, включаются тета-волны. Это как дремота, но при этом ты остаешься в сознании. Интересно, что у опытных практиков в глубокой медитации появляются дельта-волны, те самые, которые характерны для глубокого сна. Только они не спят. Они сознательно находятся в состоянии глубокого покоя. Ты бодрствуешь, но будто выключен. Как лампа в розетке, ток есть, но света пока нет. И это освобождает. Есть в мозге такая штука – DMN – Default Mode Network. Это та часть мозга, которая постоянно занимается саморефлексией. А что он обо мне подумал? А если бы тогда я сделал по-другому? Во время медитации эта сеть замолкает. Ты впервые перестаешь думать о себе и просто наблюдаешь то, что есть. Парадоксально, но это облегчает и принятие себя, и даже решения начинают приходить яснее, без лишней суеты. Неизвестный никому монах сказал: «Настоящее – это не точка, это дверь. Она открывается только тогда, когда ты перестаешь в нее ломиться». Физиологически тело переходит в состояние, которое по глубине похоже на сон, но ты остаешься осознанным.
Пульс замедляется, давление нормализуется, мышцы мягко расслабляются. Особенно те, которые вечно в напряжении. Лицо, плечи, живот. Кстати, регулярная медитация повышает вариабельность сердечного ритма. Это считается одним из главных маркеров здоровья и устойчивости к стрессу. Чем выше вариабельность, тем здоровее ты в долгосрочной перспективе. Если ты практикуешь регулярно или начнешь практиковать хотя бы по 10 минут в день, уже через пару месяцев сможешь заметить, как улучшится сон, ты быстрее начнешь восстанавливаться после конфликтов и нагрузок. Станет проще сосредоточиться, будет меньше реактивности, другими словами, ты не будешь срываться по мелочам. И даже поменяется структура мозга, утолщаться зоны, связанные с вниманием, саморегуляцией и эмпатией. Нейрофизиолог Сара Лазер это подтверждает следующим высказыванием. Это не волшебство, это нейропластичность. Мозг меняется, если дать ему повод. Медитация – это не магия и не религия. Это гигиена ума и тела, такая же естественная, как чистить зубы или мыть руки. Она не сделает тебя святым, но даст возможность лучше себя чувствовать, меньше зависеть от внешнего хаоса, глубже понимать, что происходит внутри. А там, может, и до мистики дойдешь, но без спешки. Если ты ждешь, пока у тебя будет время на медитацию, ты никогда не начнешь. Если ты начнешь, время у тебя появится. И раз ты досмотрел до этого момента, значит, ты здесь не случайно. На этом канале никакой эзотерики и все про эзотерику. Подпишись, если хочешь идти дальше.